Вас приветствует видео без лишних слов, и сегодня продолжение истории нарядного больного ногтя. Итак, в предыдущем видео мы красили ноготь с почти незаметным и небольшим врастанием. Я показывала, как можно украсить этот ноготь, чтобы это нечто красное не бросалось в глаза. Мнение людей, конечно, разделилось на несколько лагерей. Одни смеялись и думали, что я шучу. Другие переживали за мой ноготь. Третьи восхищались профессиональной работой. Находились и те, кто хотел просто помереть от увиденного. Но стоит ли красота таких жертв? И что же будет, если красить вросший ноготь? А будет это. И если сейчас я снимаю обычный гель-лак, причем делала это сразу, как только накрасила, то в реальном случае злой дядя-хирург кардинально избавит вас от проблемы вросших ногтей. Поэтому, чтобы не пугаться и не запускать ситуацию, я покажу, как правильно обработать подобные ногти. Информация подойдет для всех, как для мастеров, так и для обычных человеков. Первым делом, естественно, необходимо обработать рабочую поверхность. Для этого я использую универсальное средство OxySkin Plus. Оно на основе 3% перекиси водорода. Поэтому при попадании на открытый поврежденный участок начинает пениться. А все потому, что в нашей красной жидкости содержится фермент каталаза. Именно он, вступая в контакт с перекисью, превращает пероксид отдельно в воду и отдельно в газообразный кислород. И именно благодаря пузырькам чистого кислорода получается эффективно избавиться от загрязнений и вредных микроорганизмов. И не устану повторять, что все процедуры у нас должны быть максимально комфортные. Поэтому либо даем клиенту хряпнуть 50 грамм хорошего виски, ну или на крайняк можно воспользоваться таким замораживающим спреем. Ух, аж замерзла! И прежде чем заниматься аппликацией, давайте же разберем, как правильно это делать. Итак, вот у нас палец, ноготь, непосредственно врослая часть и припухший боковой валик. Как же все-таки срезать, чтобы облегчить и не усугубить на будущее? Первый аспект – это угол среза по отношению к кутикуле. Первым давайте рассмотрим угол среза в приблизительно 45 градусов. Это либо дома по незнанке, либо для того, чтобы по-быстренькому заработать, не морочиться, и ну и клиент ничего не почувствует. Срежется вот эта часть. Возможно, она и была вросшая, но такой срез вновь повлечет за собой врастание. Ведь получившийся ноготь остается с вот таким углом, который в ближайшее время будет неправильно отрастать, впиваться и вновь давить. Так делать нельзя. Но только ли угол среза влияет на правильный результат? Давайте рассмотрим эту же ситуацию, но под другим углом. Тот же пальчик, врослая часть. Но срез мы делаем приблизительно в 75-90 градусов. На пальцах есть синусы – это щель между ногтевым ложем и ногтевым валиком, а также место перехода латерального валика вдоль кутикулы в проксимальный, проще говоря, боковой валик. И сделать нужно практически перпендикулярный кутикуле срез, вплотную к синусу и без ступенек и оставшихся уголков. И остается вот такой ноготь, который не впивается, не давит, не болит. В нем нет углов, которые при отрастании могут впиваться в валик. И перед работой с настоящим пальцем контрольный прогон с инструментом. Кюретка, проще говоря, педикюрная ложечка. Применяется в педикюре для гигиенического ухода. Позволяет извлечь край ногтевой пластины из кожи без разрезов и микротравм. Именно этим инструментом потихоньку продвигаемся вперед, проверяем, насколько глубокое врастание, и по чуть-чуть оттягиваем эту часть, доходя до синуса или до начала, откуда пошло само врастание. Все проверили и узнали, и дальше идут щипчики. Щипчики специальные для взрослых ногтей. Прямое режущее полотно без ступенек и удлиненный зауженный заточенный кончик. Режущее полотно повернуто к ногтевому ложе. Доходим до отмеченного места, иссекая все ненужное. Двигаемся маленькими шажочками, отвлекаем клиента, делаем срез на вдохе. Вдохе клиента. Процедура для подопытного немного неприятная, но терпимая. А главное, после извлечения давящего кусочка моментально наступает облегчение. И при правильном регулярном уходе будет правильное срастание, без проблем и врастаний. И сейчас все то же самое повторим уже на настоящем пальчике. А дальше понадобится просто незаменимый инструмент мастера педикюра, подолога, стоматолога и даже хирурга. Называется кюретка.
Двусторонний инструмент из нержавеющей стали. Отлично себя показал при удалении ороговевшей кожи под ногтевыми пластинами, проще говоря, под ногтевыми мозолями, а также при деликатной обработке кутикулы. Ноготь и кожа уже хорошо размягчены с помощью универсального антисептика, а кюретка помогает произвести ревизию, насколько глубоко уходит ноготь. Следующий помощник – это хорошие щипчики для вросших ногтей. Щипчики должны быть с плоской рабочей поверхностью без ступенек. Также для удобства должен быть удлиненный, хорошо заточенный кончик. Далее самый ответственный момент. Необходимо правильно состричь ноготь. Это необходимо сделать так, чтобы сиюсекундно помочь ногтю и предотвратить последующие проблемы. Рабочее полотно находится во внутренней части, двигается вдоль ногтевого ложа. Срез обязательно должен быть ровным, прямым, без ступенек, вплоть до бокового желобка. То есть по факту необходимо срезать лишнюю боковую часть ногтя, которая впивается в боковой валик. И достаем вот такой вот кусок прямо с корешка. Пальцу приходит нереальное облегчение прямо в эту же секунду. И посмотрите, какой штырь торчал прямо там. И вот это вот мелкое недоразумение привело к грануляции. И вновь обрабатываю средством с перекисью. В данном случае йод, зеленка и все спиртосодержащие средства нельзя. Они добавят глубокий химический ожог, поверхность заживать будет долго, а возможно появится даже рубец, из-за которого вновь повторится врастание. После тщательной обработки средствами проверяем место среза, пальпируем, и уже все отлично. Возможно, какие-то отдаленные ощущения неприятные остаются, но это все остаточное явление. И контрольный осмотр. Срез ровный, глубокий, прямой, без ступенек. Зачистили, подчистили, убрали все, что мешало и все, что могло бы мешать. Ноготь не закрученный, поэтому никаких корректировочных систем здесь не понадобится. Предстоит лишь регулярная правильная обработка. Своевременно убирать длину и зачищать подногтевые мозоли. Еще бы супер отказаться от узкой давящей обуви, но тут это не про меня. Так что то ли еще будет. Ой-ой-ой. Наносим заживляющее лечащее средство, обязательно обработка в течение дня, обувь только чистые носочки, стерильные повязочки и капитальный уход до снятия воспаления до 5 дней будет достаточно. И чтобы сейчас валик не надавливал на место обработки и больше не врезался, использую тейп. Кинезиотейп – это специальный эластичный бинт, который помогает практически по всем проблемам, чисто панацея. Отрезав небольшой кусочек, приклеиваю к поврежденному валику, хорошенечко прижимаю, без натяга, снимаю защитную пленку, делаю совсем небольшой натяг, где-то 25-30%, и приклеиваю так, как показано на видео. В случае, если ноготь давит с обеих сторон, один край тейпа клеим на одном боковом валике, с небольшой натяжкой приклеиваем второй край ко второму боковому валику. В определенных случаях также можно заложить каполин, но в данном случае это ни к чему. Но если вам интересно, как правильно его закладывать, напишите в комментариях, и я сниму отдельный ролик по этому поводу. И не переключайтесь, ведь я покажу, как выглядит ноготь спустя неделю. А сейчас это выглядит так. И не забывайте, что самые красивые ногти – это здоровые ногти. И никакие стразы и яркие лаки не стоят того трэша, который был до. И спустя неделю это выглядит вот так. Пальчик как пальчик, никаких дискомфортов и неприятных ощущений. Можно тыкать, ведь ничего не болит. Проверяем ход роста ногтя по боковым параллелям. Кюретка идет плавно, никаких ступенек, нигде ничего не цепляет. Значит, ноготь отрастает правильно. И при последующем правильном уходе проблем возникнуть не должно. Надеюсь, видео было полезным и понравилось. А ну-ка лайк поставь, ишь ты, и комментарий напиши. Алло. И все, не переключайтесь. Пока-пока.